Набрел на шиповник. Тут в Приморье очень крупные плоды. Он еще не поспел. Вот, но вот это я уже попробую. Вполне очень даже съедобный. Мясистые такие. Семечко сейчас выкину. Вкусный. Очень вкусный что-то у них. Так, тут какая-то дорога к морю. Ну пойдем посмотрим. Нашел спуск к морю. Сейчас вот там вот видите дорога на сопке. Вот. А здесь вот такой вот пляжик будет. Сейчас мы к нему спустимся, посмотрим. Дорога вот такая. После дождика слякоть. Так что обувь надо подбирать подходящую для пеших маршрутов. Ну, вот. Еще чуть-чуть осталось. Недалеко. Пару десятков метров. Оп. Немножко все равно скользко. Опля. Так, ну вот такая тут прибрежная полоса. Галька. Девчата что-то там делают. В принципе, нормально. Но по берегу не пройти. По берегу дальше не пройти. Ибо там у нас тупик. И тут смотрите, какой интересный черный песок. Интересно. Просто черный. Температура воды. Измеряю. 19. Ай! Уплыл. Все, хана ему. Так. 19 градусов было. Так, это я в руки уже взял. 19 градусов водичка. Нормально. И пляжик тут хороший такой. Можно искупаться. Правда, все захламлено. Хлама море. Куча, вернее, куча хлама. Вот. И там вот парень с девушкой прибираются. Весь мусор стаскивают в одну кучу. Не знаю, может вывозить будут частично. Ну, очищают пляж. Так сказать, проект экология здесь работает.
забыл снять. Ё-моё. Ну, вроде работает. Ой. Так, ну мне пора покидать этот пляж Черных Песков, потому что тут народу прибыло и будет очень шумно. Я назвал этот пляж Черных Песков. Пусть будет так. Хороший песочек. Приятный. Пляж очень хороший. Вот там вот в тумане не видно. Вот сейчас мыс находится. Вот слева от него, вверху. Но по берегу не пройти. Видите, завал там каменный. Так, тут дорогу размыло, и люди пытаются чем-то укрепить. Вот такой вот туманный взгляд на мыс Вятлина. Сейчас направляюсь туда, на мысок. Посмотрим, что там у нас. Тут вот проезжие дороги, если это можно назвать дорогами. Скорее всего, направления заканчиваются. И вот такая вот тропиночка к бухте идет. Оп. Вот тоже довольно-таки крутая, размокшая. И вот там народ уже отдыхает в бухте. Так, мы будем спускаться пока туда. Оп. Вид на бухту Богдановича. Ну, как всегда, берег немножко захламленный. Вот, но посмотрите, какая красота. Люди купаются. Справа от нас мыс Вятлина. Пойдем туда мы сейчас. Дальше. По побережью уже. Вот такой вот берег тут на мысе. И вот такая вот, кажется, естественная тропа идет вдоль мыса. То есть бухта классная, прогревается, уже водичка теплая, можно ехать отдыхать. Желательно, ребята, мусор за собой убирать, а? Слишком все замусорено. Ой, водичка плещется. Море теплое. Тут сразу у нас что? Звездочка. Не знаю, что тут за цветы растут. Вон беленькие. Но красиво смотрится. Очень красивые. Не получается. Тут красота. Обалдеть. Ой, ветерок. Скалы. Просто кайф. Вот такие вот оползни тут случаются. Да. Так что кое-где палаточки тут на берегу ставить опасно. Вот это вот тоже скоро хороший дождик и слезет. Все вот сюда. Так, движемся дальше. У нас уже, как говорится, нормальная тропа закончилась. Оп! Остались вот такие вот каменюги. И далее вот по всему берегу. Так, но пройти можно. Вот такие тут скалы.
Просто потрясающие виды. Ребята катаются. Супер. Молодцы. Вот такой тут естественный риф. И вот видите, типа бассейна получается. Тут море вообще спокойное, спокойное. Людей сейчас встретил, они сюда вот метров за 500 ходили купаться. Это вообще великолепно. Волны все разбиваются вот о прибрежные рифы. А тут вот тишь да гладь, получается, лагуна такая. Подобрался поближе к лагуне. Вот смотрите, какая красота там под водой. И вода тихая-тихая, спокойная-спокойная. Весь прибой вон, а скала там разбивается. Ну вот он, друзья, сам мыс Вятлина. Так сказать, его крайняя точка. И, по-моему, дальше хода нет пешего. Там, по-моему, не пройти. Посмотрите, какие скалы. Вообще супер. Красотища-то какая. Какой вид. И тут же вот такая платформочка. И вот оно, море. Крайняя конечность мыса. Видите, даже скальная порода различается. Тут черная, а там желтого цвета какая-то скала. Забрался я вот немножко на скалу тут. По скале не пройти. Единственный путь — это вот по морю. Вот этот кусочек пройти. И вот следующая бухта. Вот там такая тропа в гору крутая. И вариант, что можно будет тот мысок тоже обойти. Да. Дилемма. Дилемма. Здесь забраться
Тоже что-то смотрю. Можно, но слишком уж все осыпается. Потом рюкзак на веревке затаскивать. Жесть. Без оборудования, без ничего. Это не есть хорошо. Вот там он рюкзачок свой скинул. Вот такой вот вид со скалы получается. Вообще красота. И солнышко еще проглядывает. О, супер. Вообще красота. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Ну, осталось вот это все барахло. Думаю, за пару ходок, ну, может, 3, переправлю все это дело. Потому что очень скользко. И с полным рюкзаком пройти по морю, ну, нереально. Так что вот такой вот мешочек на 70 литров герма. Очень даже мне пригодилось на этот раз. Ну, поехали. Второй заход. Я извиняюсь, камера будет болтаться. Как будет с картинкой? Ой! Без понятия. Вот так. Грузим и поехали. Так. Оп, оп. Ай. Да, есть свои сложности с рельефом. И вон там, вон на бережку уже вон, первая кучка лежит. Сейчас мы вторую туда доставим. Потом уже все остальное. Распаковываем и вываливаем. Здесь есть. Опа. Так. Вот такая куча барахла уже. Жесть. Ладно, пойдем за следующей партией. Вот такой вот пляжик тут. Тоже с каменными пирамидами. Не знаю, если дальше не проберусь сегодня, наверное, здесь заночую. Все, вещи я собрал. Собираюсь покидать эту бухточку без названия. Название можете сами ей придумать. Выхода по морю через нее нет. Вот та скала, и там я проплыл метров 300. Скалы, скалы, скалы. Выхода в следующую бухту нету. И придется мне вот взбираться, чтобы выйти с этой бухты. Вот на ту тропку. Сейчас подойдем поближе.
И посмотрел, это что-то с чем-то. Это целый аттракцион канатной дороги. Сейчас увидите. Уже подходим. Я извиняюсь, камера трясется тут. Так, ну вот. Вот она такая крутая тропа с тросом. Как взбираться, я даже вот честно не представляю, как это все будет выглядеть. Просто к легкоходу было бы элементарно, но с рюкзаком попробовать вот эту корзину использовать, загрузить в нее рюкзак и подтянуть. Но если что, до встречи наверху. Обратно мне что-то не хочется возвращаться. Фух. Стою, отдыхаю. Треть пути только сделал. Тяжелый подъемчик. Вот. Очень крутой. Ну, сзади море. Ладно, пойду дальше. Ну вот, осталось еще немножко. Еще буквально, не знаю, там сколько, метров 10 подъема преодолеть. Ну все, канатка закончилась. Тут уже такой простой подъемчик пошел. Тоже крутой, но уже не до такой степени. Фух. Ядрём вот. Выбрался. Вот она, бухточка. Без названия. С каменными столбами. Хорошая бухточка. Но добираться сложно. Сразу после оконечности мыса. Фух, ладно, отдышусь. Вот сошел с дороги, смотрю, тут хорошее место для палаточного лагеря. Уже, так сказать, частично оборудовано все. Очень удобно. Хорошая природа. Красиво, вон цветочки цветут. И тут же посмотрим сейчас насчет выхода к морю. Ну тут берег, говорят, обрывистый. До моря далековато будет. О-о-о. Да, друзья. Ну вот, сейчас руку протяну. Перешел на другую смотровую площадочку. Вот, показываю вам. Чайки кричат. И с этой стороны. Ух. Не, при наличии альпинистского снаряжения, конечно, можно спуститься туда, если осторожно. Но так как его нету, и особого желания что-то тоже нету, мы не будем этого делать. Вот такая вот дорога идет по мысу Вятлина. Кругом лес, тишина. Что-то жужжит. Пролетело. Вот. Если с правой, так сказать, конечность, ну, с правого вот этого мыса можно пройти, то вот с этой стороны, вот с левой для меня сейчас там по побережью пройти нельзя, потому что скалы сплошные. Очень крутой берег, обрывистый. Из бухты в бухту там даже нечего мечтать переплыть. Нет, если есть каяк, то, конечно, можно и поплавать. Вот, но пешочком,
как говорится, на подручных средствах это делать невозможно. Вот, и надо уже искать место для ночевки. Сейчас вот какая-то там бухточка виднеется впереди. Сейчас подойдем, посмотрим, где нам там поставить палаточку на ночь. Экшн-камера у меня сдохла. Вторую батарейку и зарядку найти что-то не могу. Вполне возможно, что в связи с этими разгрузками, погрузками рюкзака где-то у меня этот кулечек выпал. Серого цвета, видно, с камнями слился. Но надо еще будет поискать. Сейчас вечером приду на стоянке, поищу. Ну вот, время 6:35. Бухточку нашел, спустился. И вот местечко тут чудесным образом оказалось свободное. Тут я поставлю палаточку на сегодня. Бухта Чернышова. Вот. То есть мыс я полностью весь пешочком обогнул. Не без сложностей, конечно. Вот. Так, пора на отдых. 9 вечера. Вот, готовлю ужин. Тут вскипел. Водичка закипела. Сегодня на ужин будет мясо оленя. Пробегал тут мимо один. Законсервировали. Вот. Картофельное пюре. Будем ужинать так. Ну вот такой вот ужин сегодня. Картофельное пюре. Мясо оленя. Так, ну-ка попробуем. Что, кстати, за мясо оленя? Что оно из себя представляет? Ну, что-то с мясом есть. Нормальная тушенка. Вполне годится. Ну и чаек. Вот. Так вот. Скромненько. Ладно. Всем приятного аппетита.